Приветствую всех любителей классических автомобилей. В этот раз обратим свой взор на Европу и посмотрим на детище французского инженера Рене Боне. В 60-х годах прошлого века он разработал первую в мире серийную модель с центральным расположением двигателя, носившую имя Jet. Французский автомобильный конструктор и гонщик Рене Боне построил свой первый гоночный автомобиль еще в 1936 году. А весной 1938-го вместе со своим другом Шарлем Дойчем создал спортивный болид, выставленный в сентябре на соревнования 12 часов Парижа. Он получил обтекаемый кузов, разработанный Дойчем, и модифицированный 2-литровый двигатель Citroën, позволяющий развивать максимальную скорость 160 км в час. Рене Боне не доехал до финиша, но перед тем, как сойти с дистанции, он успел установить рекорд круга. На следующий год болид модернизировали, и он занял второе место в Гран-при де Фронтьер, опередив 3 BMW. А для 12 часов Парижа Дойч и Боне готовили новый суперкар. К сожалению, по причине начала Второй мировой войны проект был заморожен. Во время войны они продолжали разработки спортивных шасси, и к моменту ее окончания у них было две наработки – DB3 и DB4. Их они взяли за основу при разработке нового спортивного болида DB5. Но первые послевоенные спорткары каких-то особых успехов в автогонках им не принесли. Занятный факт, что представленный в 1948 году DB7 участвовал не только в соревнованиях, но и в конкурсах элегантности, и продвигались супругами Дойча и Боне. В 1949 году компаньоны официально зарегистрировали компанию Automobiles DB. Первые буквы их фамилии составили аббревиатуру названия. Одноместные болиды, разработанные партнерами с сильно модифицированным 2-литровым двигателем Citroën, успешно принимали участие в Формуле-2. Воодушевленные неплохими результатами, показанными в местных гонках, они принимают решение выставить 2 1,5-литровых автомобиля на соревновании 24 часа Ле-Мана. Но попытка оказалась безуспешной. Один из автомобилей сошел с дистанции из-за отказа двигателя, а второй завершил гонку на 16-м из 19 месте. Результаты вызвали ярость у босса Citroën Пьера Буланже, который и так не поддерживал использование своих двигателей в соревнованиях, а после неудачного выступления DB запретил дальнейшие поставки своих двигателей. Не видя перспектив с Citroën, Дойч и Боне обратились в Panhard, который оказал всесильную поддержку, предоставив свой двухцилиндровый двигатель объемом 610 кубических сантиметров. Уменьшив объем до 495 кубиков, его установили на одноместный автомобиль для гонок Формулы-3. Презентацию спортивного снаряда провели на стенде компании на Парижской выставке в сентябре 1949 года. Занятным фактом стал второй автомобиль, выставленный рядом с гоночным прототипом. Это было купе, дизайн которого разработал Джованни Микелотти из Пининфарина, а кузов построило ателье Anthem. Публика с воодушевлением приняла разработку первого дорожного автомобиля компании DB, но радость мгновенно превращалась в сожаление. Этому проекту не дано было реализоваться из-за истории, связанной с прекращением поставок двигателей Citroën, изначально планировавшихся на него устанавливать. Зато партнерство с Panhard вылилось в серию весьма успешных прототипов, победивших в своем классе в Ле-Мане и в ряде других гонок в середине 50-х годов. Партнеры даже пытались участвовать в Формуле-1. На болиде с передним приводом и двухцилиндровым двигателем с воздушным охлаждением мощностью 85 лошадиных сил. Однако они просто не имели шансов против таких соперников, как Мазерати, Лянча и Феррари, с их силовыми агрегатами, выдающими 230-250 лошадиных сил.
В октябре 1954 года Рене Боне отправился на специально разработанном болиде в Монлери в надежде установить новый рекорд скорости в классе H, чтобы преодолеть отметку в 200 км в час. Ему удалось развить скорость 197,245 км в час, установив новый рекорд. 2 месяца спустя, 10 декабря, Пьер Шансель предпринял еще одну попытку и преодолел магическую отметку, достигнув скорости 201,88 км в час. Что же касается гражданских автомобилей, то спустя год после презентации не пошедшего в серию купе на Парижской выставке 1950 года представили кабриолет 750 DB-R. В его основу легли компоненты Panhard, в том числе двигатель Dina 120 объемом 745 кубических сантиметров и мощностью 40 лошадиных сил. В производстве кабриолета снова поучаствовало ателье Антон. Однако их продажи оставляли желать лучшего. В течение года поступило приблизительно 20 заказов. Так и не набрав популярность, в 1952 году он был снят с производства. Компания начинает испытывать финансовые трудности и вынуждена обратиться за поддержкой к Panhard. По той же причине, кстати, остался на бумаге проект купе с увеличенной колесной базой, нарисованный стилистом Филиппом Шарбоно, хотя Антом уже было готово взяться и за эту разработку. Получив финансовую поддержку от Panhard, в кратчайшие сроки был разработан проект другого купе, презентованного в Париже в 1952 году. Автомобиль выставлялся непосредственно на стенде Panhard и снова получил положительный прием. Однако цена на базовую версию оказалась в 3 раза больше, чем у стандартной модели Dina. Тем не менее, началось продвижение новинки, в рекламе которой делался упор на динамические характеристики. Благодаря очень легкому весу, а это 460 кг, максимальная скорость автомобиля достигала 140-160 км в час, в зависимости от версии. В 1953-м ее представили на американском рынке, продвигая через уже существующих дилеров Panhard. На парижском автосалоне 1953 года показали прототип новой модели с аэродинамическим дизайном – HB-R. В основе лежало шасси Panhard Dina, но трубчатая рама была собственной конструкции. Техническая часть не раскрывалась. Однако в представленном каталоге на 1954 год DB указал, что появятся двигатели объемом 1,1 и 1,3 литра. Ясности, у кого компания будет их покупать, нет. Ни один из французских производителей ничего подобного на текущий момент не предлагал. Серийная версия демонстрируется в Париже спустя год. Однако под капотом все те же двухцилиндровые двигатели Panhard объемом 745 и 850 кубических сантиметров. Кузов выполнен из стеклопластика, в отличие от алюминиевого прототипа. Производство запустили зимой 1954-1955 года. В конце 1957-го модель немного обновили, в результате чего яркой отличительной чертой внешности стали новые фары. В таком виде она просуществовала вплоть до 1959-го, а уже после прекращения производства компания распродавала их немалые запасы еще в течение следующего года. Всего было выпущено 429 экземпляров. В 1959 году, сначала в Бостоне, а затем и в Париже, представили предсерийный прототип новой модели Le Mans Кабриолет. Как и ее предшественник, она базировалась на тех же силовых агрегатах и компонентах Panhard. Из отличий – разработанная заново рама и кузов, изготовленный из алюминия. Двигатель от Panhard PL17 объемом 848 кубических сантиметров, выдававший мощность 58 лошадиных сил, позволял автомобилю развивать максимальную скорость в 160 км в час. Производство началось весной. На серийных моделях появились иной формы бампера и задние фонари. А кузов снова стал изготавливаться из стеклопластика. Чуть позже к стандартному силовому агрегату добавить 72-сильный мотор объемом 954 кубических сантиметра. Через год покажут версию купе, которая на самом деле была тем же самым кабриолетом, но оснащенным пластиковой крышей.
1961 год стал переломным для партнерства двух друзей. Причиной стали разногласия о перспективах развития. Deutsch хотел сохранить верность компании Panhard, постоянно поддерживающей их в трудные времена. Bonnet, осознавая, что Panhard находится в упадке, хотел бы начать сотрудничество с Renault и производить концептуально иные автомобили. Символом раскола стала гонка в Лимане, где Deutsch возглавил команду Panhard с новым спортивным автомобилем CD, а Bonnet сел за руль своей новой разработки Jet. После этого их пути окончательно расходятся. Deutsch продолжает заниматься производством автомобилей на базе Panhard, а Bonnet основывает компанию «Automobile René Bonnet». На парижском салоне компания представила 3 модели с двигателями Renault. Missile, основанный на агрегатах R4. Он был подготовлен в большой спешке к открытию салона и оказался самой доступной моделью в линейке. Le Mans, по сути представляющий собой развитие существующей DB. И совершенно новый дорожный Jet с прогрессивной для своего времени конструкцией. Он уже успешно прошел испытания на гонках в Нюрбургринге и Лимане в виде гоночного спорткара с приводом на задние колеса и силовым агрегатом, расположенным продольно над задним мостом. Так на свет появился один из первых в мире серийных среднемоторных дорожных автомобилей, опередив на год итальянскую фирму De Tomaso с ее прототипом Валлелунга. Стоит признать, что с точки зрения исторической значимости Jet стал существенной вехой не только французского, но и мирового автомобилестроения. В первую очередь благодаря новаторской компоновке силового агрегата. Мотор располагался непосредственно за водительским и пассажирским сиденьями. Кстати, коробка передач у него была развернута назад. Подвеска была независимой, а на всех колесах устанавливались дисковые тормоза. Он имел хребтовую раму, а стеклопластиковый кузов для него производила компания Matra, специализировавшаяся на производстве материалов для аэрокосмической отрасли. Но к ней мы еще вернемся. В стандартном варианте исполнения спорткар оснащался двигателем Renault объемом 1,1 литра и мощностью 70 лошадиных сил. В паре шла синхронизированная механическая четырехступенчатая коробка передач. Такая версия называлась Jet 1. На ступеньку выше уже предлагались двигатели с доводкой Гордини, развивавшие в разных вариантах от 80 до 100 лошадиных сил. Jet 2, Jet 3 и Jet 4. Рене рассчитывал, что спортивные успехи его детища вызовут интерес со стороны потенциальных покупателей. И 2 года подряд, в 1962 и 1963 годах, Jet побеждал в своем классе в 24 часах Лимана. Однако на его серийную версию, которая стоила 20 тысяч франков, почти не было спроса. За те же деньги в то время можно было купить гораздо более роскошный Facel Vega Facele. Выпустив менее чем за 3 года 181 автомобиль, Рене Bonnet столкнулся с финансовыми проблемами. И в 1964-м был вынужден продать свое предприятие. Сам он уже больше не возвращался к производству автомобилей вплоть до своей смерти в автокатастрофе в 1983 году. Покупателем компании Bonnet стал французский авиационно-космический концерн Mécanique Aviation Traction, то есть уже упоминавшаяся выше компания Matra. Ее директор Жан-Люк Лагарде был очень заинтересован в таком приобретении, открывшем для Matra возможность выйти на автомобильный рынок. Новый владелец подверг модель модернизации. Габариты несколько выросли, а кузов стал более элегантный, с отличной аэродинамикой. Коэффициент аэродинамического сопротивления составил 0,25. Не зря деятельность компании была связана с аэрокосмической отраслью. Поначалу она предлагалась под названием Matra Bonnet Jet, но чуть позже оно сократилось до Matra Jet. На выбор предлагались 3 модификации: Jet 5,
базовый четырехцилиндровый двигатель объемом 1,1 литра и мощностью 70 лошадиных сил. Jet 5S – тот же агрегат от Gardini мощностью 90 лошадиных сил. И Jet 6 – двигатель Gardini объемом 1,3 литра и мощностью 105 лошадиных сил. Модель Jet выставляли для участия в гонках, но с ней компания Matra так и не смогла добиться успеха в соревнованиях. И лишь только в 1968-м, когда Matra объединила усилия в Формуле-1 с частной командой Кена Тиррелла, Джеки Стюарт одержал 3 победы в этом сезоне за рулем болида Matra MS-10. Но про концерн Matra лучше поговорить отдельно, тем более, что здесь есть о чем рассказать, и на это нужно гораздо больше времени. Что же касается модели Jet, то до момента снятия ее с производства Matra изготовила около 1500 единиц. И сейчас они вместе с первыми спорткарами, построенными Рене Боне, представляют коллекционную ценность на рынке классических автомобилей. Стоит рассказать еще одну примечательную историю, связанную с моделью Jet. В 1965 году, во время визита Юрия Гагарина на авиасалон в Ле-Бурже, он с интересом рассматривал диковинное транспортное средство, оказавшееся Matra Bonnet Jet 5S. В компании решили, что лучшей рекламы для машины не придумаешь, и подарили эту модель первому космонавту. По легенде, он не слишком часто пользовался необычным подарком. Это было слишком заметное транспортное средство для советского гражданина, привлекающее много ненужного внимания со стороны как простых соотечественников, так и номенклатуры. Да и в плане практичности к двухместному купе были претензии. На дачу с семьей на нем не поездишь. Что касается дальнейшей судьбы автомобиля, то считается, что до 90-х Matra находилась в звездном городке, после чего ее выкупил литовский коллекционер, перевез в Каунас, где она хранилась якобы до 2011 года. Далее источники противоречат друг другу. Одни утверждают, что автомобиль до сих пор находится в Каунасе. Другие предполагают, что Matra отправилась за океан, в США, и выставлена в музее Лейна. Однако, зайдя на сайт музея и открыв страницу с описанием модели голубого цвета, мы не найдем ни одного упоминания о том, что этот джет имеет какое-либо отношение к знаменитому на весь мир космонавту или был когда-либо в Советском Союзе. Путаницу вызывает еще и знаменитая фотография, раскрашенная в цвет, где Юрий Гагарин стоит рядом с автомобилем голубого оттенка. Так вот, согласно некоторым источникам, со ссылкой на якобы официальный ответ представителей компании Matra, на самом деле оригинальный цвет машины Гагарина был Gris Platin Iris. В таком случае автомобиль должен выглядеть примерно вот так. Ну что, вернемся к причине нашего рассказа. Перед нами Jet второй серии, принадлежавший британскому историку автоспорта и автору большого количества книг на эту тему Дэвиду Блюмлейну. Особое внимание в своих рукописях он уделял истории гоночной серии «Ле-Ман». Этот джет он приобрел у Патрика Ру в Лионе. Тот использовал его для участия в региональных ралли. В своих интервью Блюмлейн неоднократно с теплотой вспоминал этот спорткар как автомобиль, оставивший неизгладимый след в его жизни, наряду с Макларен F1 и Lotus Europa Special. К сожалению, на этом экземпляре не сохранился оригинальный двигатель, но установленный взамен максимально близок к оригиналу по характеристикам и имеет головку блока цилиндров Gardini. А еще этот французский раритет появился в ноябрьском номере журнала Classic Cars за 2007 год. Что касается рынка моделей Jet, стоит отметить, что он нечасто появляется на крупных аукционах классических автомобилей. Несмотря на относительную редкость модели, цены в основном не превышают $40 тысяч. А вот те, что превысили эту отметку. Оба варианта, кстати, относятся к более поздним образцам пятой серии, выпущенные концерном Matra. В сентябре 2019 в Португалии Сотбис продал автомобиль 1967 года за $40,5 тысяч. А в 2016 в Париже Арт Куриал нашел машине 1966 года нового владельца примерно за $42 тысячи. 4 декабря 2021
Аукционный дом Bonhams попытается продать этот ранее René Bonnet Jet на мероприятии The Bond Street Sale в Лондоне. Ожидается, что цена продажи составит 35-50 тысяч фунтов стерлингов, что примерно составляет 46,5-66,5 тысяч долларов. Так что любопытно, сможет ли наш экземпляр превысить традиционный ценовой порог. Всем спасибо за интерес, проявленный к столь редкой марке. Но на сегодня это все. Здоровья, удачи, увидимся уже совсем скоро. Ну а пока.